Здравствуйте! Сегодня мы едем в столицу Тюрингии, это город Эрфурт. Едем автобусом, городским транспортом. Мы купили билет за 9 евро, который действителен до конца августа. И этот билет распространяется на городской транспорт по всей Германии и на поезда железной дороги. Но не на все поезда, надо внимательно смотреть. Вот дочь подбирала расписание и составляла маршрут нашего передвижения. Мы на одном автобусе доехали до промежуточной деревни Обергёцен, где были в музее хлеба раньше. И через 2-3 минуты подъехал следующий автобус, которым мы доехали до города Геттинген. И вот мы уже на площади, при вокзальной площади в городе Геттинген. Город нас встретил хорошей погодой, пальмами, фонтаном. И что нам сразу бросилось в глаза? Огромная парковка велосипедов. Вот просто огромная парковка. Здесь миллион велосипедов, и они так плотно друг к дружке стоят. Посмотрите, какую большую площадь занимают. Просто восхитительно. Просто восхитительно. И было место, где еще не хватило места, наверное, еще и сверху положили велосипед. А мы проходим в здание вокзала. Первый раз, конечно же, на ЖД вокзале. Находим свою платформу. Вот вам город Эрфурт. Отправление в 10:08. Стоит наш состав красивый, красный. Подходим к вагону. Нажимаем кнопочку, и дверь открывается. И видим, что пассажиров в вагоне уже полным-полно. Двойных сидений, конечно же, свободных уже не было, и мы сидели врозь. До Эрфурта было несколько остановок, и одна из них – это город Мюльхаусен, в котором мы были раньше. Время в пути, по-моему, 1:40. И вот мы уже на ЖД вокзале города Эрфурта. Город Эрфурт – это университетский центр и резиденция католического епископа. Исторический центр города примечателен как своими размерами, так и редкой для Германии степенью сохранности. Вот нас встречают сразу фигурки мышки и слоника. И те же самые пальмы мы видим красивые, хорошую погоду и необычайной красоты дома, улочки и переулочки, перекрестки всевозможные. А на этой площади увидели клумбу с цветами. Сейчас покажу ее. Да, такую клумбу, цветок вернее, очень большого размера сам цветок. Невозможно было пройти мимо, поэтому засняли эту клумбу, этот шикарный цветок. Вот мне напоминает гибискус, но вот листья, мне кажется, немножко не такие. Но дело не в этом. А напротив сейчас увидим церковь. Здесь, в этой церкви, каждый четверг молятся о мире во всем мире. Здесь осенью 1978 года состоялись первые экуменические молитвы о мире. И вот с тех пор каждый четверг здесь молятся о мире во всем мире. Вот такая красивая церковь. И такое назначение у нее. А мы идем улицами города Эрфурта. Дома такие яркие, пестрые, красивые. И идем на звуки музыки. Сейчас подойдем. Какая прелесть, правда? Но я еще не сказала, что город Эрфурт стоит на реке Гера. Вот она. И здесь переплетаются и музыка, звуки музыки, и шум воды. Видно, что она не глубокая, мелкая, но вода чистая, прозрачная. День сегодня не жаркий, но солнечный и хороший, поэтому у воды всегда хорошо и не хочется уходить. Это вот напротив современное здание. А мы возвращаем свой взгляд к реке. Вот обходим эту клумбу небольшую, скамеечки и вот такой вот
перепад воды. Здесь такой шум стоит. Справа за стеклом видно колесо водяной мельницы. Вот такая красота. Ноэ Мюлле, новая мельница. Вот такое здание. А мы идем прямо, и перед нами ратуша. Ратуша. А выходим мы на площадь, которая называется Рыбный рынок. Первое упоминание об этой ратуше относится к 1275 году, а построена она была в 1870 году. Мы были в выходной день, в субботу, поэтому ратуша была закрыта. А вот вход в ратушу свободный, но не выходные дни. И очень красивый интерьер. Там много картин по истории Эрфурта и Тюрингии. И она украшена, эта ратуша, картинами, которые рассказывают и легенды, и сцены из жизни, в частности, Мартина Лютера, а также картины городской жизни, городской истории. И вот напротив памятник. Да. А здесь посмотрите, какие еще перед нами красивые дома. Вот у этого дома есть название, вот не запомнила. И вот хочу посмотреть на ратушу, немножко отойдя поодаль, вот на такую красоту. Час дня, вот, час дня, и мы в городе Эрфурт. Видно тоже витражи какие красивые, вход очень шикарный, красивый. 1591 год. И вот это памятник возведения римлян жителями Эрфурта. На фоне, и памятник красивый, и на фоне фасада, тоже украшенного лепниной. И вот этот дом тоже очень красивый, картины. Вот картины городской жизни. Все в таком хорошем состоянии, все просматривается шикарно. Вот увеличила, приблизила, чтобы посмотреть, как украшен этот дом, какими скульптурами, резьбой, узорами. И не только этот дом красивый, по соседству тоже красивый. Там еще вон и львенок сидит. Наверху этого дома скульптура. И на соседнем здании, по-моему, называется дом гильдии, тоже мы видим скульптуры. Вот такое вот красивое место. Идем дальше и видим слева здание, торец здания 1874 года. Какой красивенный верх у этого здания и как хорошо сохранился. И куда бы ни шли, везде шпили, везде башни, везде кругом одна история. А идем мы на главную площадь города Эрфурт. Это Соборная площадь. Она очень большая, эта площадь, огромная по размерам. И мы были в субботу, здесь был базар. Но мы застали только фрукты, овощи, цветы, потому что многие уже торговцы просто собрались и уезжали при нас. А вот здесь мужчина еще продавал корзины, плетение из лозы, корзины всевозможных размеров, формы, плетения разные, но все такие красивые. И мне вспомнился музей Volkswagen. Помните, я показывала, одна модель была оплетена вот точно так же из лозы, красиво. Вот такие дела, такая красота. А вот эта Соборная площадь, на которой мы сейчас и находимся, это историческое сердце города. Вот здесь возвышаются на холме, на Соборном холме, собор Святой Марии и собор Святого Северия. Вот они стоят бок о бок, два исторических здания. А вот наверх ко входу ведет вот такая лестница. Здесь 70 ступеней. Вот это правее собор с 3 шпилями. Это вот и есть собор Святого Северия. А вот эта лестница очень широкая, просторная. Вот здесь 70 ступеней. Вот она построена была в XIV веке. А вот сейчас на этих ступенях, на этой лестнице каждое лето проходит театральный фестиваль, который входит в список самых значительных культурных событий в Германии.
И вот мы уже подходим к Эрфуртскому собору, который посвящен Деве Марии. Это старейшее церковное сооружение немецкого города Эрфурта. Вот перед нами портал. И вот дочь мне уже говорит: мам, проходи, здесь такая красота. И мы проходим вовнутрь. Это готический собор, объединяющий в себе готику и романскую башенную застройку. Собор построен при святом Бонифации в 742 году. Здание собора огромное, просторное, красивое здание. В башне висит большой колокол Глориоза. Это самый большой в мире средневековый колокол, который по сей день используется по своему назначению. В храме высокие, узкие окна с витражами, а это лавки в алтаре собора Девы Марии. Главный алтарь, вот, он выполнен в стиле барокко, высота 16,5 метров, а ширина 13 метров. Был построен в 1697 году, началось строительство. Никакими словами не описать красоту и величие, надо только смотреть и увидеть это желательно своими глазами. Очень красиво. И в этой церкви Девы Марии есть орган. Вот такой красивый орган. В самой церкви, в самом соборе народ есть, но не так много. Можно все посмотреть, походить спокойно. Одни выходят, другие заходят. В общем, спокойная, умиротворяющая атмосфера. Здесь очень красиво, очень красиво. И включена подсветка в самом храме, но здесь очень светло, потому что свет идет вот из этих окон. Видите, потолки какие? Очень красивые. Это еще один портал. Мы уже вышли из собора Девы Марии и направляемся в собор Святого Северия. Вот он находится рядом. Справа вот эти два собора, они стоят прям вот бок о бок находятся. Бок о бок, близко прям стоят друг к другу. И вот мы входим уже в церковь Святого Северия. Это пятинефная готическая зальная церковь. Она была построена в XII веке. Интерьер самой церкви мало изменился со времен постройки. В боковом нефе саркофаг с мощами святого Северина. Вот такая красивая церковь. И здесь орган, мне кажется, даже еще красивее. Мы уже в Германии столько много видели органов. Этот очень красивый орган. Красивый, такой величественный. И вон видно, что солнечный свет, проникая на орган, прям играет на трубах этого органа. Очень красиво, но оно и видно. А мы вышли уже из церкви Святого Северия и направляемся мы к цитадели. Цитадель, которая называется Петерсберг. А перед подъемом к этой цитадели увидели вот такие огромные катки с цветами. И, конечно же, не могли пройти мимо. Конечно же, мы остановились и посмотрели. Цитадели Петерсберг – это крепость, и она находится на холме. Вот мы сейчас поднимемся на эту смотровую площадку и увидим и город Эрфурт. Вот, кстати, видите, цветами выложено название города Эрфурт. Какая красота! И вот эта крепость находится на холме Петерсберг и считается одной из наиболее сохранившихся
крепостей, выполненных в стиле барокко. Вот мы уже на смотровой площадке, и здесь с высоты птичьего полета смотрим на сам город Эрфурт, на его красивые дома. Вот Соборная площадь перед нами. Сейчас увидим собор Девы Марии. Вот он. А впереди собор Святого Северия. И дальше леса Тюрингии. Вот такая красота перед нашим взором. И вот эта цитадель находится вот прямо посреди города. Посреди города возвышаются величественные, таинственные стены крепости Петерсберг. Это, вот видите, какие они высокие и хорошо сохранившиеся. Это единственная система городских укреплений эпохи барокко в центре Европы, которая сохранилась практически в первозданном виде. На этом пока.